Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня очень интересная тема. Мы будем разбирать защиту корпуса. Смотрите, наблюдайте, наслаждайтесь. Теперь смотрите, парни, что важно вообще понимать, когда защищаешь корпус. Во-первых, если с точки зрения порядка построения защиты, то она начинается всегда с разбора корпуса. То есть в первой части вы подключаете ноги. То есть все движения, которые как бы с точки зрения нападения делаются, вы оттягиваете в ноги. Второй момент. Берется в тело потихонечку. То, когда вы можете вытянуть тело. Здесь есть специальные нюансы, такие очень коварные. Вытяни руку. Вот смотри. В момент, когда он начинает уже делать давление, достаточно просто корпус повернуть. И получается, ты скидываешь удар второй рукой. Ведешь. Скидываешь. Чтобы было видно. Вот на этой базе уже у вас начинают работать руки, чтобы правильно сбивать, подставлять под удар. Подставляете вот эту часть локтя, не сам острик, а вот эту часть локтя. И подставляется она прижатой рукой. То есть не вот так вот выкидывается в козырек, вот так вот новички выкидывают. А у вас уже тело работает. Рука практически не отступает от тела. И спокойно. Можно все делать одной рукой. Достаточно. Теперь еще один момент. Куда вы бьете? То есть, если вы просто как бы ливер, да, там пытаетесь отбить, ничего не получится. Очень важный момент. Собери руки. Чуть-чуть их вперед. И чуть-чуть выпусти их. Все как, как в бою. То есть, первый момент. Положение вашего удара, положение руки. Чтобы попасть вот в эти вот межреберья, где идет как раз мягкая часть, вдоль локтя, в орган, раз, вдоль локтя, печень. Теперь подбираете солнышко, область селезенки, солнышко. Теперь, Валер, подними руку. Вот где проходит шов, вот в эту область. Здесь отбивается как селезенка, так и до почки можете достать. За вот эту линию удар не идет. Вот сюда не идет удар. Это запрещенный удар. Если туда залетит, будет больно. Но вы в любом случае, то есть хождение локтя у вас работает. Еще раз говорю. То есть вот это один момент, а вот этот момент разворотный, это второй момент. То есть момент вашей защиты, давай потихонечку, в момент вашей защиты, еще раз медленно, момент вашей защиты вы должны занять телом такое положение, чтобы сразу могли отвечать к удару, возвращай руку. То есть у вас может и захват быть. Вы можете отвести руку и сразу вложить. Либо под, либо сверху. А отводите и сверху бьете. Еще разок. Раз, два, раз, два, раз, два. Чтобы вы понимали, что элементы защиты – это
элемент того же нападения, только чуть-чуть по-другому. Меняется только чуть-чуть, и угол чуть-чуть, градус меняется. Готовы? Защищайте. Первое. Жесткий блок. Сомкнули. Прям нападаешь в свою защиту на мои удары. Прям нападаешь. Теперь смотрите, вот вы отдали локти. Теперь локти сюда, к себе подведите, так, чтобы вы уже телом поднырнули. Движение вперед, ногами делаешь. Уже не даешь ты бить удару. Сближаешься. Сближай. Вот здесь козырек не оставляй. Держи, держи. Вот смотри, тут момент. Когда ты уже с телом, тогда ты можешь подыгрывать телом, чтобы удар слетал у тебя. Вот, подкручивай телом. Ближе ко мне. Сейчас пока ноги отключи пока. Во. Хорошо. Видишь меня? Хорошо? Во. Корпус. Сильно локтем не отныривай. Видишь, малейшая вот эта вот игра сразу будет стоить. Видишь, чуть-чуть ты только локоть отведешь. Чуть-чуть отведешь. Теперь локоток и вместе с телом. Отвел, отвел. Хорошо. Здесь очень надо вот смотреть именно как тело. Потому что тело, оно зависит от вашего шага. Еще раз говорю, нападение, та же самая защита. Та же самая защита. Отбивая, ты можешь уже наносить удар. Хорошо. Хорошо. Не-не-не, надо отвести руку. Да, чтобы не получилось так. Еще разок. Не спеши. Не так. Вот эта вот часть закладываешь здесь. Я объясню, почему такая... Нет, другой рукой. Я почему-то... Вот такая вот защита. Другой рукой. Смотри. Обратное движение моей руки будет точно тебе в голову идти. Еще разок. Если так, можно и в корпус. Что кистью ты закидываешь, что ты отводишь. Раз, два. Раз, два. Поэтому вот эти вот защиты, вот эта вот защита уже руками. Пока ее не надо делать, давайте сейчас больше в тело, чтобы вы поняли, как тело будет у вас защищать, как тело ходит. Потому что защита вот локтем, это как бы удар по руке. Удар по руке. Не только, всем телом выноси. Видишь, что может получиться? Отбиваешь. Раз, два. Раз, два. Хорошо. А теперь тело привяжи. Во. Чтобы, если что, тебя не обвели. Тело должно ходить, тело. Чуть-чуть подсядь. Другой рукой. Вот смотри, Серый, я тебе сейчас покажу, насколько быстро вот эта вот система может работать. Вот это вот короткое движение, которое ты делаешь локтем, оно незаметно должно быть. Можешь быстро. Одной рукой. Стой.
Бьешь, подсаживайся. Бьешь, подсаживаешься. Быстро можешь? Быстрее. Быстрее. 2 руки. Хорош. Другой. Движение минимальное. Видишь, тут тоже не обязательно оттягивается. Ты можешь даже движение вперед делать. Осторожней. Вот это вот движение уже навстречу. Теперь смотри, вытяни руку. Есть большая разница, где происходит сбив. Здесь, здесь. Также, ну это уже грязный бокс, отбивается бицуха. Причем бицуха отбивается примерно вот так. Таким же способом и 3 отбивается другой рукой. Другой рукой. То есть чуть-чуть позади локтя. Раз, раз. Раз, два, раз, раз. То есть мало того, что руку еще отсушите, еще и как бы, ну, выведите его из строя. Теперь защита локтями и защита руками не должна отходить от тела. Если это будет откровенно вот так, это будет нападение на руки. Вам зачитают и правильно сделают. Вся ваша защита – это тело и руки. Но руки ходят согласно движению тела. Готов? Тело води. Тело и руки, чтобы у тебя не было дырочек. Хорошо, ближе ко мне. Козырек большой не делай, не делай козырек. Постарайся покороче водить. Потому что когда начинаешь вот эту вот игру, ну 100 пудов где-то заиграешься. Колечко будет, нападаешь телом. Как бьешь. Во. Так, ну-ка, защита плечом. Хорошо. Здесь тоже есть много нюансов. Верхнюю часть высвечиваешь, рука все равно поднимется. Ее можно даже прижимать, за нее, ну, как сказать, как, ну, вкрадываешь ее так, что она начинает дергаться. И в эту дырочку маленькую, пока у нее рука дергается, надо успеть засунуть удар. Еще раз, Сера, вот смотри, ты вот этим вот движением перекрываешь себе все зрение. Ты ничего не видишь. Опусти их вот поверх зрения. Во, чтобы ты видел движение. Телом помогаешь. Смыкаешь руки полностью. Тело играет у тебя. Помнишь повороты, повороты? Если у тебя просто поворот корпусом, видишь, ты рукой уже можешь сбивать. Раз, два. Раз, два, раз, два, раз, 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 вторую руку оживляешь. Раз, 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 оп. Одной рукой. Этой же рукой ты можешь и вести бой. Оп, 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 оп. Хорошо. Вот где-то примерно вот здесь ты начинаешь разворачивать корпус. Ручку вот эту выстави, чтобы она вот сюда пришла. Во. Теперь другую выстави. Во. Видишь, движение как корпуса влияет на твой удар. Вот твоя защита и сразу удар.
Теперь под ручку, Валера, заведи. Во, изменяй геометрию тела. Вот эту часть. Во. Давай на одну. Видать, Серый, как рука проходит мимо? Вот сюда, Валер. Во, и останови ее. Видно? Все просто. Но вот эти вот вещи, они очень сложны, потому что тут первая вещь, это сама дистанция играет огромную роль. То есть на какой дистанции? Нету смысла вот отсюда тебе валить удар в тело. Ты его делаешь больше, ближе к средней дистанции, чтобы доставать боковыми ударами, чтобы уже защита вот это вот телом, которая на сброс идет, чтобы она не работала. Вот так она будет работать, видишь? Если я отсюда буду, то есть движение увеличивается, шансов на точность уменьшается. Понимаешь, в чем речь? Итак, окружили меня. Первый способ. Опущенные руки, развороты тела. Смотри, я буду закрывать глаза, чтобы, ну, как бы, если вдруг я попадаю, типа я не виноват. Согласен? Точно? Готов? В самый последний момент. У меня рука должна точно идти прямо. Вот, где-то чуть-чуть сваливаешь. Молодец. И раз. 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 Меняю. Раз. 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 Локоть один поставил. Быстро вот так вот. Не вот так. Телом. Еще разок. Быстро. Еще быстрее можешь? Далеко не выпускай. Видишь, что будет? Еще разок. Подключай, подключай. Удар быстро будет идти. Хорошо. Хорошо. Вань, смотри. Вань, немножко в себя. Увел. Увел. У тебя есть еще один помощник. У тебя есть ноги. То есть, если, например, вот тело ты сгружаешь на сторону, сразу тело подставляешь, и ты уже как бы готов к удару. Медленно. Не шевелишься. Не шевелишься. Вот, хорошо. В самый последний момент ты делаешь движение. В самый последний момент. Смотри, сейчас меняю удар. Еще разок. Еще разок. Медленнее. Молодец, увел. Раз. Увел телом. Раз. Увел телом. Полностью руки опусти. В пресс. Еще разок. Не, сильно вот так не ломай спину, а просто, чтобы у тебя в пресс отыграло. Во. Во. Видишь, все идет по тем как раз местам, где удар и должен быть. Смотри, я закрытыми глазами буду попадать всегда. Всегда. Сейчас начинаешь тело чуть-чуть отдергивать. Вот то, насколько тебе хватит. Только смотри, вот когда я отдергиваю, видишь, голова у меня как стояла, так и стоит. То есть не надо отдергивать вот так. Еще отдерни. Голову, голову держи. Встань как боксер. Во, чтобы дистанция уже не доставала. Вот сейчас отдергиваешь и чуть-чуть подкручиваешь. Нет, в ту сторону. В другую сторону. Во, хорошо, в другую. Еще. Ничего не делаешь, ничего не делаешь. Во, пошел. Вот он. Раз. На себя и в сторону. Раз. Хорошо. Вот почему ты загружаешь заднюю ногу?
Потому что у тебя высвобождается как бы очень хороший удар. Вот я тебя в эту сторону, видишь, тяну, назад тело. Видишь, где освободилось у тебя? Подними ее, если что, приготовь к удару. Видишь то, что тебя в корпус бьют? Больше закрути вот здесь. Во, и рука точно выйдет. Точно выйдет. И другая. И другая, молодец. Хорошо. После защиты телом проще объяснять верх. И если у тебя навык выставиться внизу, то он просто легко переносится наверх. Ну, элементарно. Просто чисто психологически, когда ты объясняешь и показываешь на корпусе, ну, как бы оно проще воспринимается. То есть не так страшно. Если сейчас, давайте сейчас на голову поставим, все, короче, психологический барьер начинает в себя уходить. И толком навык не разовьешь. А здесь спокойно, медленно, бах, 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 разобрал. И все. Поэтому начинается защита всегда с корпуса. Научишься вниз, вверх, сам пойдет. Будет даже интересно. Поэтому, друзья, боксерчики, я поздравляю вас. Мы начинаем очень серьезный курс по защите в боксе. Защита всегда ставится вместе с ударом. То есть, если есть защитное действие, должно быть и ответное действие в виде контрдействий, контрударов. Поэтому смотрите, наслаждайтесь. До новых встреч!